Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам и церковному календарю на 16 января. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 16 января. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. Итак, в церковном календаре 16 января отмечается праздник, церковный праздник, который посвящен великомученику Гордию Каппадокийскому и пророку Малахии. Этот день является особенным для верующих, поскольку он обозначает память святых и представляет собой важное событие в жизни церкви. Гордий Каппадокийский был одним из наиболее почитаемых святых и мучеников раннего христианства. Его жизнь была полна примеров веры и преданности Богу. Он родился в Каппадокии в IV веке и уже в юном возрасте посвятил свою жизнь служению церкви. Одним из наиболее известных фактов из его жизни связан с пустыней Фивейской. Здесь Гордий проживал более 40 лет, отдавая все свои силы молитве и борьбе с собственными страстями. Он считался духовным наставником и духовным отцом многих монахов, которые приходили к нему в поисках духовного руководства. Именно благодаря своей несгибаемой вере и мужеству Гордий Каппадокийский пережил множество испытаний и преследований со стороны язычников. Он отказался отрекаться от своей веры и был готов пожертвовать своей жизнью ради Христа. Именно поэтому великомученик Гордий Каппадокийский стал одним из самых почитаемых святых, и стал он защитником веры. Поэтому 16 января верующие собираются в церквях, вспоминают его подвиги и молятся о помощи и о защите. Также в этот день, 16 января, в церковном календаре этот день посвящен пророку Малахии. Малахия был известный своим пророческим даром. Он стал последним пророком Ветхого Завета, живший перед пришествием Иисуса Христа. Его пророчество отражает важность праведности, предрекая приход Мессии и возвращение народа Божьего к вере и истинному богослужению. В этот день проводится ряд торжественных богослужений, включая чтение пророчеств Малахии, пение гимнов, молитв, а также проведение специальных обрядов, которые символизируют его пророческие послания. Также верующие используют этот день, чтобы подумать о своих поступках, возможно, добиться прощения грехов, обещать покаяние и стремиться к более справедливой и богобоязненной жизни. Также сегодня предпразднество – это один из нескольких дней перед важным праздником, перед крещением Господним или богоявлением предпразднества. Как вы знаете, начинается за 4 дня, то есть 15 января, а 16 января является вторым в списке подготовительных дней, во время которых верующие готовятся к крещению, читают определенные молитвы и, конечно же, ходят в храмы. А вот в народном календаре этот день назвали Гордеев день, Малахов день, оберег коровы. И в старину именно этот день, 16 января, считался опасным из-за разгула нечистой силы. И считалось, что в это время изголодавшиеся ведьмы возвращаются с гуляний и, к сожалению, нападали на самое святое для наших предков, на коров, стремясь тем самым утолить свою жажду молоком. И, к сожалению, животные погибали от нападений, а крестьяне, лишившись своих кормилиц, обливались горькими слезами. Однако народ старался в этот день заботиться о своей скотине и знал, как защитить ее от опасностей. Поэтому в Гордеев день над воротами домов вешали свечи, сделанные из сала, и просили домового охранять их домашний скот. Также в этот день был популярен обряд, призванный обратиться к домовому и просить его хранить и оберегать корову.
Кроме того, в этот день полагалось покормить коров овсяной кашей на молоке. Это было сделано для того, чтобы защитить коров от возможной напасти. И вы знаете, это Гордеев день, это был особый день, когда люди объединялись, потому что хотели защитить свой скот и просили о помощи у домового. И вы знаете, страх вот перед нападением ведьм исчезал, ввиду того, что они верили, люди верили в свою силу, защиту, которая находилась в их руках. И в этот день даже говорили, что традиция – это не хранение пепла, а передача огня. Поэтому мы сегодня с вами знаем об очень важных народных приметах, которые, надеемся, мы с вами пронесем и передадим дальше. В народе еще существовало одно поверье, что 16 января выпавший снег обладает силой, которая притягивает женскую красоту. Поэтому девушки набирали его в емкости и обтирали лицо по утру, а затем в обед и перед сном. При этом ничем не утирались. Талую воду не выливали, а собирали в емкость, чтобы каждое утро ею сбрызгивать лицо и тело, чтобы оно молодело и становилось только красивее. В этот день продолжаются у нас с вами еще рождественские святки. Рожденные 16 января по знаку зодиака Козероги. Это люди практичные, экономные, старательные. Они реалистично смотрят на мир и всегда знают, чего хотят от жизни. С детства ставят перед собой высокие цели и обязательно упорно их добиваются. При этом их не пугают сложные ситуации, ведь они умеют быть хладнокровными. Стремясь к материальному благополучию, ставят на первый план карьеру, чтобы добиться финансовой независимости честным путем. У этих людей хорошо развита интуиция, и они отлично разбираются в людях. Окружающим редко удается ввести их в заблуждение и использовать в корыстных целях. Рожденные 15 января не выносят агрессии и несправедливости, поэтому часто занимаются общественной работой или благотворительностью, испытывают тягу к культурной жизни, могут быть успешны в музыке или в киноиндустрии. Те, кто родился в этот день, умеют жить в гармонии с собой, с окружающими и природой. Но для того, чтобы они не утратили эти способности, им необходимо носить обереги из аметиста и граната. Сны, увиденные в ночь с 15 на 16 января, показывают, насколько гармонично развиваются ваши отношения с противоположным полом. В этом смысле сновидения демонстрируют истинное положение вещей. Так, например, если вам в ночь с 15 на 16 января приснилось что-то неприятное, а в жизни вы не видите никаких проблем с партнером, значит, они все-таки есть. Необходимо критически оценить события последних дней и сделать выводы. Что же нужно сделать в этот день, друзья, 16 января по народным приметам и традициям? Вы знаете, в Древней Руси на 16 января продолжалось празднование святок и, конечно же, Гордеев день. Этот период был известен как страшные дни и считался идеальным временем для гаданий на будущего супруга. Ну, а знахарки, ведьмы, которых в те времена называли знатоками магии и прозрений, не успевали отказываться от посетителей в этот день. Люди приглашали их в свои дома, чтобы избавиться от проклятий и порчи. Кроме того, чтобы год прошел счастливо и безбедно, в Гордеев день считалось обязательным съесть хотя бы ложечку творога. Еще одним обязательным ритуалом было и посещение бани. Как вы знаете, вода очищает тело, а пар, проникающий в голову, распугивал печальные мысли и тоску. В церкви, посвященной мученику Гордею и пророку Малахии, прихожане просили защиты от болезней. Древние верования нам говорили, что эти святые способны исцелить даже от самых серьезных болезней, включая такое заболевание, как опухоли.
Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя делать 16 января по народным приметам, традициям и обрядам. Вы знаете, веками люди верили в то, что 16 января, Малахов день, нельзя было проводить уборку в доме, особенно веником мести по полу и выносить мусор. И если хозяйка нарушала вот такое вот правило, то это говорило о том, что она может выгнать из своего дома благополучие и семейное счастье, а в жизни ее семьи начнут приходить неприятности и бедность. Также в этот день хлеву уделяли особое внимание, и ни в коем случае было нельзя оставлять в неопрятном состоянии. Верили, что если сегодня человек мог избавляться от нечисти. Для этого нужно было обязательно читать молитвы для того, чтобы в жизнь пришло изобилие, достаток и благополучие. Кроме того, в далекие времена на Руси существовало еще одно такое вот удивительное поверье, которое гласило нам, что в день Малахова колдуньи волшебным образом могли задоить коров до последней капли молока. И не случайно же на протяжении многих столетий двери и окна в скотоводческих хлевах оставались тщательно закрытыми, а подобное даже на мгновение задуматься просто не предоставлялось возможным. Ведь люди хотели защитить свое имущество, добро, предотвратить влияние злых сил на свою скотину. Именно поэтому каждый хозяин старался создать обереги, талисманы, которые с верностью охраняли входную дверь в сарай, превращая его в неприступную крепость. Также по старинной традиции 16 января не следует доить корову в одиночку. Этому действию необходимо отводить роль двух человек. Наши предки всегда испытывали тревогу, что проклятие может наложено быть на кормилицу. В связи с этим, пока хозяйка занималась дойкой коровы, помощник в этот момент обязательно должен был читать защитные молитвы. 16 января – время, по которому нельзя было хвастаться своими достижениями, иначе это могло привлечь зависть и обернуться неудачей. Также 16 января, известный как Малахов день, стал своеобразным временем испытаний для девушек. В этот день не рекомендовалось надевать новую одежду или аксессуары, потому что окружающие, испытывая сильную зависть, могли проклясть обновку. Верили, что если девушка осмелилась надеть свежий наряд, он обязательно может разорваться или по какой-то причине станет непригодным к использованию. И стоит ли верить такому суеверию или нет, решать, конечно же, каждой девушке самостоятельно. Но известно одно: Малахов день остается днем испытаний, на который следует подготовиться все-таки заранее и быть внимательнее к себе и к своему стилю. Если у вас что-то пошло не так, конечно же, можно обвинить всегда стечение обстоятельств, ибо суеверие отвечает за происходящее в этот день 16 января. Также в этот день ни в коем случае нельзя было работать и заниматься какими-либо делами после обеда. Считалось, что те, кто осмелится пренебречь этим предостережением, неизбежно обречены на несчастные случаи какие-то и неприятности. Что же стоит за этим мистическим предупреждением? Версий, конечно, множество, но одна из них говорит нам о том, что после обеда в Малахов день вероятность травмы и несчастных случаев значительно возрастает. Вполне возможно, что это всего лишь совпадение, но многие люди до сих пор не рискуют игнорировать этот запрет. Кроме того, обращаем ваше внимание, что вам в этот день все-таки стараться уделить нужно внимание себе, своей семье. Поэтому, если вы собираетесь выполнять в этот день сложные и опасные работы, все-таки будьте внимательны и осторожны. Будьте готовы к любым неожиданностям, но учтите, что пренебрежение предостережений может привести к серьезным последствиям.
В этот день особое внимание стоит, конечно же, и уделить домовому. Это невидимое существо, к которому наши предки обращались за помощью и за поддержкой. Поэтому именно домовой мог прийти на помощь, отвести от семьи несчастье и охранять дом от злых духов. И вы знаете, наши предки придавали особое значение гостеприимству, и поэтому готовили специальное угощение для домового. В этот день ставили перед печкой вкусный и ароматный пирог, приготовленный с большой тщательностью и заботой. А рядом с ним ставили стакан молока. Небольшой такой вот приветственный набор, который должен был показать готовность хозяев дома к сотрудничеству с домовым, проявить уважение и заботу по отношению к своему домовому. Кроме того, не стоит в этот день, в Малахов день, забывать и о творожных блюдах, которые считались залогом счастья в доме. Если 16 января их нет на столе, то в семье могут начаться ссоры, скандалы, вплоть до развода. Кроме того, в этот день стоит остерегаться и упоминаний нечистой силы. Считается, что она в этот день скрывается в темных уголках нашего дома, стремясь захватить и привлечь негативные события в жизнь человека. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и будьте внимательны в этот день, 16 января. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал о помощи, о поддержке нашей команды, нашего канала, друзья, ссылка есть в описании к этому видео, прямо так и называется. Благодарность можно выразить по ссылке, любая сумма нам будет очень приятна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.